Доброе утро, друзья! Мой очередной третий выпуск за сутки с полными итогами дня 21 октября. Подписывайтесь на мой канал, и вы не пропустите ни одной актуальной новости в России и мире. Безусловно, новость номер один – это ряд важных высказываний Владимира Путина, которые он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 21 октября. Я постарался обобщить его высказывания. Вот основные среди них. Первое. Введение жестких ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса властями не планируется. Однако пандемия может привести к новым проблемам в мировой экономике. Второе. Необходим строгий контроль на предприятиях за правилами, предлагаемыми специалистами, а именно врачами, медиками и санитарными врачами. Третье. Генеральный путь борьбы с инфекцией – это необходимость разворачивания вакцинации от коронавируса по всей стране, наряду с тестированием и соблюдением мер предосторожности. Четвертое. Занятость и доходы россиян в условиях пандемии коронавируса, благополучие российских семей, их уверенность в будущем должны быть обязательно защищены. Пятое. Российские производственные мощности должны работать в первую очередь на вакцинацию россиян. Необходимо предлагать партнерам за границей создавать свои производственные мощности, чтобы российский бизнес организовал на нем производство вакцины. Теперь к событиям в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех армян к оружию для защиты прав народа, заявив об этом во время прямого эфира на своей странице в Facebook. Вице-президент Турции Фуат Актай подтвердил готовность Анкары направить войска в Азербайджан для поддержки Баку в конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Такое заявление он сделал в эфире телеканала CNN Turk. Также он заявил, что у России не получилось урегулировать кризис в Нагорном Карабахе. На это сразу отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, предупредивший о провале мирного сценария в Нагорном Карабахе в случае отправки турецких военных в зону конфликта. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о задержании в Москве бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он сообщил, что следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении Милейко, в июле прошлого года уволенного из Росгвардии, меры пресечения в виде заключения под стражу. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Как ранее заявлял Владимир Путин, средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение тяжелобольных детей. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург, наряду с другими российскими врачами, негативно высказался об инициативе британских коллег намеренно заражать добровольцев коронавирусом для испытания вакцины. «Я не считаю необходимым для доказательства эффективности вакцины, есть другие способы проверить препарат», заявил он в эфире телеканала «Россия-1». Демократическая партия в Конгрессе США потребовала расследовать поставки аппаратов искусственной вентиляции легких между Москвой и Вашингтоном в связи с пандемией коронавируса. Демократы Палаты представителей захотели разобраться в обстоятельствах взаимных поставок медоборудования. За истекшие сутки в России выявлено 15 700 новых заражений коронавирусом. Умерло за сутки 317 человек, что является рекордом с начала пандемии. В Москве за последние сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом, всего в столице выявлено 4389 новых случаев заражения коронавирусом. Профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов порекомендовал гражданам больше пользоваться кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта и избегать ношения перчаток ввиду неправильного их использования. Несмотря на смерть одного из добровольцев, Оксфордский университет сообщил, что испытания в Бразилии вакцины от COVID-19, разработанной совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, продолжатся. О смерти 28-летнего добровольца ранее сообщило агентство Reuters, где указывалось, что он скончался в результате осложнений от COVID-19.
На 70-м году жизни скончался московский протоиерей Дмитрий Смирнов, экс-председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства. Кумир многих болельщиков футбола 35-летний форвард сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду показал подписчикам в Instagram свой новый имидж. Футболист побрился налысо. Напомню, что недавно Роналду заразился коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно. Продолжу о футболе. Наши клубы сыграли первые матчи в розыгрыше Лиги чемпионов. 2 ничьи Локомотива и Краснодара в гостевых поединках можно посчитать успехом, чего нельзя сказать о домашнем поражении питерского «Зенита» от не самого сильного бельгийского клуба Брюгге. Ну и нельзя не отметить первый гол Алексея Миранчука в составе Аталанты в первом же своем матче за новый клуб. Таковы были новости за 21 октября. До встречи в первом дневном новостном блоке с новостями за 22 октября. С уважением, Ренат.